Я ужасно фанатею от подобных обложек. Точно не скажу почему, что в них такого особенного и притягательного, но именно они завлекают меня больше всего. Если мне придется выбирать среди большой кучи альбомов, я скорее всего отдам свое предпочтение чему-то похожему, будь то фотография какой-нибудь равнины, поля, моря, или это просто какая-то абстрактная минималистичная каляка. Да что там говорить, я альбом Мерцбоул слушал чисто потому, что мне понравилась обложка с обычной фотографией облаков и гор. Но однажды я наткнулся на вот это видео. Как только мой взгляд зацепился за эту фотографию, я не мог оторвать глаза и почувствовал такой прилив спокойствия, что меня не волновало ничего вокруг. Меня интересовало только одно: что же за музыка таится за этой прекрасной обложкой, которая смогла обрушить на меня такое умиротворение. Так я познакомился с Midair Ziv. И мне не зашло. Вообще весь альбом пролетел мимо ушей, не зацепило почти ничего, кроме пары моментов, и все это меня несколько разочаровало. Спустя какое-то время, за которое я уже успел позабыть об альбоме, один крутой админ крутого паблика сказал мне, что Крамблинг, так называется этот альбом, оказался его любимым за 2018 год. Я снова увидел эту обложку и неожиданно для себя ощутил неумолимое желание вернуться к нему, словно к другу, по которому соскучился. Теперь это один из моих любимых альбомов. Ну ладно, хватит предыстории моего знакомства. Кто это вообще такой? Midair Ziv — это проект южнокорейского музыканта, который играет всякие фолк-штуки, добавляя в них синтезаторы и электронщину, из-за чего мы получаем фолктронику. С этим направлением на самом деле не все так просто, но давайте представим, что так и есть. О музыканте неизвестно почти ничего, он старается быть как можно более анонимным, а единственное его фото, которое можно найти в интернете, вот это. Здесь еще певица Summer Soul, которая также принимает участие в его проектах. Однако мы с вами в первую очередь все-таки ценим музыку, а не личности, стоящие за ее созданием. И здесь все совсем непросто. Словами даже близко нельзя передать тот опыт, который могут предоставить его два альбома. Но мне всегда было интересно пытаться описать неописуемое, даже если получается так себе. Поэтому сейчас я постараюсь объяснить, почему эти два альбома являются одними из самых волшебных и красивейших работ в современной музыке. Первый альбом был выпущен под именем Public Morality и сам назывался так же, лишь затем проект был переименован в Midair Ziv. Первый трек с него – идеальный пример того, что представляет из себя его музыка. Очень абстрактная и напичканная всякими интересностями, но в то же время в ней всегда остается место для цепляющих мелодий, пробирающихся через все слои альбома, которые через пару прослушиваний засядут в голове надолго. Знаете, как я удивился, когда в один момент этот трек начала напевать «Моя мама». Мы когда-то с другом по приколу смотрели всякие видео типа «попробуй не подпевать», так вот здесь я мало того, что не смог бы удержаться, так я бы и не сдерживался, потому что это было бы неуважением к такому шикарному припеву. Весь альбом представляет из себя наиприятнейшие запилы на акустике, смешанные с электронными блип-блупами. Причем сделано это так умело, что другого такого альбома я вообще не могу представить. В следующей работе еще можно найти альтернативы, но тут мне ничего в голову не лезет. Может, совсем чуть-чуть Animal Collective в 2-3 местах, может быть Daisuke Tabari, но у второго нет электроники. Вот этот его альбом, кстати, чекните. Я вообще далеко не фанат фолка, но подобные вещи заставляют меня смотреть на него совсем с другой стороны. Просто я виапушник. Представьте, что вы отдыхаете где-то около водопада, и рядом с вами сидит и джемит какой-то лесной матрок-гитарист. Вот примерно так звучит Public Morality, и это настоящее блаженство. Фолк никогда не был жанром, который мог похвастаться большим разнообразием, но стоит ему хоть чуть-чуть выйти за рамки, так тут такие интересные вещи происходят. Трек Swamp, например, под конец звучит так, словно эту часть делали Death Grips, отвечаю.
Но вот где вы еще услышите такое в около-фолковской музыке? В общем, даже учитывая, что главным героем сегодняшнего видео является следующий альбом, начать знакомство с Mid Years Eve, возможно, даже стоит с Public Morality. Так, мне кажется, будет правильнее, и, возможно, есть шанс, что в конце концов он понравится вам даже больше. Crumbling буквально свалился с неба. Учитывая, что я наткнулся на него через рекомендации Ютуба где-то в 2019, то, скорее всего, известность пришла ему как раз через благословение алгоритмов. Насколько я помню, на нем было больше 1 миллиона просмотров, но сейчас этого видео полного альбома уже нет. Никто не знал о том, кто такой Mid Years Eve до выхода Crumbling, а тут почти сразу культовый статус. Почему? Чем этот корейский альбом отличается от любых других представителей дрим-попа и неопсиходелии? Мне кажется, здесь все дело в атмосфере мечтательности. Дрим-поп как бы из названия должен таким обладать, но, если честно, по-моему, чаще всего там что-то более меланхоличное и не такое уютное. Public Morality чувствуется так, как будто ты отправился в недолгое, но стремительное путешествие, как поездка с ветерком сквозь несколько разных, удивительных и завораживающих мест. А вот на Crumbling ты наткнулся на такое место, которое не хочешь покидать никогда. Место, в котором ты бесцельно бродишь, но через какое-то время можешь найти себя. Для меня Crumbling почти идеальный альбом для рефлексии, уступающий первое место только Velocity Design Comfort. С их обложками, кстати, та же история. Вот слушаешь его, начинаешь вспоминать все самое хорошее, что происходило в жизни, и это дает тебе силу и уверенность двигаться дальше. Правда, что-то я долго двигался к тому, чтобы наконец доделать это видео. Музыка на нем изумительно воздушная и легкая, но при этом каждая секунда, каждая мелочь детализирована до абсурда. Сколько бы раз я не переслушивал этот альбом, в каждом треке я открываю еще слои, где играет что-то новое, что я не слышал в прошлый раз. Может, я услышу какой-то новый пук в левом ухе, или целую новую линию синтов, которую я не заметил, потому что внимание было сосредоточено на более очевидных вещах. Единственной проблемой, если ее можно таковой назвать, здесь является то, что первые 1-2 прослушивания будет сложновато следить за происходящим, и, соответственно, потом трудно вспомнить, а что ты вообще послушал? Какие конкретные моменты отпечатались в памяти, кроме тех, чья цель как раз зацепить? Но поверьте, несмотря на это, вы все равно захотите возвращаться сюда. Я стал зависим от этого состояния мечтательной расслабленности, когда я могу позволить себе забыть обо всем вокруг и просто наслаждаться музыкой. Пока я писал этот сценарий, я много раз переслушивал Crumbling для того, чтобы придумать, а о чем мне вообще говорить в видео. И у меня не получалось совмещать работу с музыкой. Я тут же забывался и просто чилил. Такой же уровень уюта я чувствовал только у каких-нибудь Sweet Trip, только на этот раз не на альбоме, который я в своих видео упоминал уже целых 3 раза, а на Халике. Они оба одинаково пышные и комфортные, только Crumbling более воздушный. Можно сказать, что Халика это вода, Crumbling воздух, земля пускай будет Public Morality, а огонь... Endless Summer... Ей-богу, я не знаю, зачем я это так сравнил. Возможно, что вы так же, как и я, не распробуете альбом с первого прослушивания. Но я вернулся к нему, потому что в один момент понял, что соскучился по безмятежному вайбу, которым пропитан Crumbling. Сложно найти что-то с такой атмосферой, когда ты ни за что не хочешь покидать пространство, созданное музыкой. Это пространство — целый мир, лишенный каких-либо проблем, цель которого — предоставить тебе все для комфорта и уюта. С самого первого трека он ощущается так, словно ты зашел в дом к той случайной бабушке из покемонов, у которой можно отдохнуть, и каждый раз она будет просить тебя оставаться еще и еще. Why, открывающий Crumbling, сам по себе ощущается так, словно ты меньше чем за 5 минут послушал 20-минутную EP. Медленно и аккуратно провожая тебя в свой мир, в один момент он словно бросает тебя с самолета, и с высоты птичьего полета ты наблюдаешь всю красоту места, в которое попал.
а приземлившись, ты пускаешься в пляс под пульсирующий грувовый битос. И все это за один трек. Затем начинается, наверное, общепризнанно лучший трек с альбома «Oh, These Chains». И это ну просто трансцендентный экспириенс. Это, в принципе, одна из моих самых любимых песен. Наполненная, но ни в коем случае не перегруженная контентом, она идеально передает ощущение восторга от всего вокруг, от места, куда ты попал. После этого трека альбом немного успокаивается и начинает затрагивать более тонкие материи, но он ни в коем случае не становится менее захватывающим и интересным. Все же здесь еще остается дроп с Протектора, который лично у меня дух захватывает. И это удивительно, как крамблинг может быть таким завораживающим, но при этом все равно расслабляющим и приятным. И мне кажется, что это заслуга звука и продакшена. Наверное, с одной стороны его можно назвать лоу-файным, но уверен, это не потому, что музыкант просто не умеет накручивать более профессиональный звук. Он как раз таки выкрутил его таким, каким он должен быть. И звук здесь является главной причиной того, что все элементы работают так, как собственно работают. Без такого продакшена я не думаю, что крамблинг обрел бы свою мечтательную натуру. Мне кажется, что Мидерзив смог создать то, к чему стремятся все музыканты. Уникальная и в чем-то даже инновационная работа, где все песни отличаются друг от друга, но сам альбом не теряет концепта. Ни одного слабого трека, который мог бы стать промахом. Крамблинг хорош со всех сторон, как бы ты его ни слушал. Пускай ты вслушиваешься в каждую ноту, пускай ты включаешь его фоном, он в любом случае будет потрясающим. Я считаю, что этот альбом по-настоящему важен для современной музыки и заслуживает намного больше внимания, чем он получает сейчас. Мидерзив, свалившись из ниоткуда, словно напомнил всем, что вообще способна творить музыка, какие невероятные миры она может создавать и какую уникальную смесь эмоций она может вызывать. У меня нет ни одной серьезной претензии. Я очень надеюсь, что мои впечатления смогли вас заинтересовать, и вы послушаете музыку этого загадочного анонима, который своим музыкальным волшебством пробуждает в людях самые разные эмоции. Спасибо, что посмотрели, у меня тут небольшое сообщение. В ближайшее время я бы хотел запустить на Твиче стрим с просмотром аниме, так что заранее подпишитесь, чтобы не пропустить. Еще напишите в комментариях, нравится ли вам вообще подобный формат роликов, где я вкратце делюсь впечатлениями по поводу каких-то альбомов. Мне это важно. Лайк, подписка, все как обычно. Вступайте в Discord, пока его не закрыл к чертям. Я там провожу нездоровое количество времени, тем более для ютубера. Если вы мажор и вам не жалко, можете поддержать финансово. Все ссылки на мои соцсети в описании. Еще раз большое спасибо. Все.